С кем ты будешь вместе? Давай посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Мои любимые мальчишки. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Итак, вы человек, который живет исключительно по совести, вот по справедливости, да? Вы правдоборец, возможно, правдолюб. Вы всегда будете отстаивать справедливость, да? Вот справедливость во всем. Хоть на работе, хоть в отношениях. Вы будете защищать слабых. Вы будете бороться. Даже, возможно, против начальства вы пойдете просто, чтобы доказать свою правоту, то, что вы не виноваты, либо же, может быть, ваш коллега не виноват. Точно так в семье. Вы человек, который, ну, опять-таки, десятка кубков, наша любимая, да, очень часто она выпадает в сигнификации, либо десятка пентаклей, либо кубков. Опять же, это говорит о том, что вы человек, который исключительно ценит семейные устои, традиции, ценности. Вы человек, который дорожит семьей. И даже если сейчас, я вижу, многих из вас проиграется, что вы сейчас в одиночестве, но тем не менее вы человек, который либо же стремится к семье, да, вот чтобы не менять девочек каждый день, а вот именно, чтобы это были постоянные отношения, либо же семья, либо даже это гражданский брак. Для вас вот свято-дорого то, что находится в мире двоих, либо же в мире семьи. Еще может у кого-то проиграться, простите, у кого-то может проиграться, что недавно, к сожалению, вы потеряли семью. Опять-таки, у кого-то это развод, у кого-то, может быть, жена ушла на небеса. Может еще проиграться такая, знаете, ну, семья на расстоянии, если можно это назвать, когда, ну, в силу теперешних событий, да, не будем озвучивать, которые происходят, возможно, ваша женщина с детьми выехали за границу, да, а вы остались, еще так может проиграться. То есть переворачивайте под себя, кому что подходит, потому что, опять же, это общий расклад. Но то, что вы человек, который дорожит семьей, это однозначно. То есть вы все в дом, все в семью. Хотя, вот знаете, вы человек, который много чего может и себе позволить, но вы в большей степени вкладываетесь в дом, в ту же, я не знаю, там, в жену, если она у вас была, либо сейчас есть. Вы вкладываетесь в обустройство дома, в детей, если они есть. Да? Ну, то есть вы не для себя в первую очередь живете. Сейчас, возможно, кто-то находится еще в каких-то судебных тяжбах, тоже может проиграться. Может быть, что-то отсуживаете, либо собираетесь судиться, бороться за что-то. Хоть алименты, хоть наследство, может быть, дележки какие-то. Ну, вы трудяжка, и знаете, может быть, даже у вас стоит какая-то цель заработать больше денег. Здесь, может быть, стоит как такая цель, либо же давняя такая же мечта, желание, чтобы купить что-то крупное, да, может быть, вы зарабатываете деньги, либо пытаетесь поднакопить, чтобы, ну, либо же дом купить, квартиру, дачу, ну, все что угодно, да, кому что хочется. Давайте как раз сделаем маленький опрос. Напишите все в комментариях, вот что вы, может быть, планируете купить большое, да, вот вы мечтаете о какой-то глобальной покупке, либо же вы уже купили все, что хотели, вот напишите. Всегда очень интересно читать ваши комментарии. Вы человек, который много вкладывается в любое дело, в любую работу, вы вкладываете душу. Делайте все качественно. Ну, в принципе, я уже сказала в начале расклада, что вы живете по чести, по совести. Сюда можно это тоже отнести. Но я не скажу, что вы позволите сесть себе на шею. Когда нужно, вы можете быть мягким, очень мягким и податливым. Но бывают моменты, когда вы очень жестко, твердо показываете свой характер.
Не терпите вранья, не терпите измены. И вот то, что я вижу, да, кто-то из вас точно, ну, либо же уже повстречал вот свою новую женщину, в которую вы начинаете немножко влюбляться, да, либо же еще может проиграться, что вы ищете любовь, настоящую любовь. Для вас романы не нужны. Вам не нужны романы. Поэтому очень пристально, очень хорошо, взвешенно подходите к выбору женщин. Причем вы чувствуете в себе и мужскую силу. Вы прекрасно понимаете, что ваш бобик может проснуться, но это будет такое извержение вулкана. Это даже не бобик, это, наверное, полкан проснется, потому что у многих из вас, я вижу, ну, то ли не было той самой интимной жизни, ну, либо длительный период, либо она была очень и очень редко, может быть, даже некачественная была. Поэтому те из вас, которые так серьезно, скрупулезно подходят к выбору новой женщины, да, вы понимаете, что, ну, реально бобик сорвется просто с цепи и порвет любую самочку, скажем так, да, с голодухи просто. Есть среди вас также те, которые, в принципе, немного зарабатывают, но все так же вы остаетесь чисты душой. Вот абсолютно для вас как-то, ну, не сама цель, да, вот опять же, я просто разные ракурсы рассказываю, да, поскольку у меня разные мужчины смотрят. Для вас не сама цель заработать деньги. То есть, видите, как поделились на два лагеря. Одни хотят, наоборот, подзаработать, чтобы купить что-то, либо поднакопить денежек. Другие же, наоборот, и не имеют больших доходов, и вы трезво понимаете, что, ну не смогу я миллионов заработать, не смогу я много заработать. Поэтому вы довольствуетесь тем, что есть, и, в общем-то, рады тому, что у вас есть. Итак, давайте-ка смотреть, с кем же вы будете вместе. Итак, кто же к нам сегодня пришел на расклад? Много из вас, ребят, с разбитым сердцем, причем вы можете даже не показывать это, да? У каждого своя история. Кто-то из вас либо же потерял женщину, как я говорила уже, да, и кто-то, если даже и живет с женщиной, но опять-таки вы живете вот, ну, как будто вроде бы и семья, но это мнимая семья, это иллюзия семьи, иллюзия отношений. Поэтому хочется даже вам вот начать жизнь с чистого листа. Хочется поставить точку в этих отношениях. Я сейчас говорю, вот те, кто в токсичных находятся, да. Те, кто холостяки, это понятно, что с разбитым сердцем. А вот те, кто в паре, вроде бы уже давно в отношениях, в семье, вы это как-то держите в себе. Вы пока особо не афишируете то, что хотите начать новую жизнь, может быть, даже с новой женщиной, да. Даже если без женщины, но вы хотите начать вообще где-то вдали от этой вашей дамы, которая постоянно вам разбивает сердце, трепает нервы и так далее. Смотрите, вы, в общем-то, внутренне вы готовы, все ребят, ну, практически все, назовем так, да, поскольку общий расклад, вы готовы к новой жизни, но вы порой боитесь сами себе признаться в том, что как вам не хватает вот женского тепла, да? Вы можете искать разные предлоги, вот зачем вам женщина, хозяйка в дом, любовница, еще что-то. А вот какие-то банальные вещи, вы, может быть, боитесь даже сами себе признаться, что вам хочется какого-то банального комфорта, уюта, да? Хочется, может быть, горячих пирогов, кому-то борща хочется, вот каких-то таких мелочей. И вы постоянно пытаетесь как-то оправдывать сами себя, свои мысли. Вы можете своими мыслями даже отодвигать, между прочим, некие свои знакомства. У вас были такие случаи, ребят, когда вы могли познакомиться с довольно неплохими женщинами. Я думаю, вы многие можете навскидку так сейчас вспомнить, что были случаи, были женщины и симпатичные, и активные, и страстные. Они, в принципе, и сейчас есть, просто... Опять же, почему? Почему? Вот вы не пользуетесь, да, вы не пользуетесь по жизни. После того, как вам разбили сердце, вы почему-то перестали пользоваться всеми возможностями. Да, вы, ну, не так я, наверное, сказала, вы не особо замечаете женщин, с которыми можно было бы построить отношения. Не на всех женщин вы обращаете внимание. Может быть, на самых ярких. Может быть, вы просто на тот период, да, когда вам попадалась одна, а может быть, кому-то и не одна достойная женщина,
вы были то ли в подавленном таком настроении, может быть, не отошли от прежних еще историй, может быть, кто-то взял временную паузу, но я вам скажу, что при желании вы всегда сможете найти достойную женщину, потому что вы их считываете очень хорошо. У вас, опять-таки, очень хорошая интуиция, которая вас не обманет. Единственное, вы пытаетесь иногда обмануть свою интуицию. Вы включаете логику и начинаете анализировать, начинаете себя накручивать, присоединяются ваши страхи, комплексы, сомнения, опасения и так далее. И понеслось, да, и пропустили очередную женщину. Так вот, опять-таки в вашей жизни будет еще один шанс, потому что уже не раз вам Вселенная посылала возможности в виде новой женщины, причем неплохой. Будет еще одна такая женщина на вашем жизненном пути. Эта женщина может стать вашей новой любовью, причем это будет взаимная любовь, это не просто девочка для развлечений. Где-то будет знакомство происходить опять-таки в людном месте. Причем, кто меня смотрит, уже не единожды у нас выпадает в раскладах знакомство с женщиной, либо же где-то день рождения, где-то, я не знаю, кто-то на корпоративы, может быть, ходит, кто-то просто в какие-то компании, какие-то посиделки. Также может проиграться еще людное место, то есть там, где вы будете не один. Это маленькая такая зацепочка, потому что, опять-таки, да, не все ходят и по корпоративам, не все ходят и по дням рождения. У каждого свой образ жизни, поэтому вот чтобы вы знали, это может быть еще место там, где, ну, как бы люди встречаются для каких-то переговоров, увеселительных таких мероприятий, да, может быть, кафе, рестораны, какие-то, ну, я не знаю, есть небольшие там кофейни, все что угодно. То есть это людное место. Там, где вы будете, ну еще понятно, что чужие люди будут, но вы будете там не один. Маленький такой опознавательный знак. Женщина, которая появится опять-таки в вашей жизни, она будет такая, знаете, очень уверенная в себе, она будет неспешная. Женщина, которая твердо стоит на ногах и знаете, у нее нет такой самоцели, чтобы искать себе спонсора. Я вам даже больше скажу, на момент вашего знакомства она, возможно, будет даже абсолютно не заинтересована вообще в каких-то отношениях. Вот она как будто взяла паузу на какой-то период. Почему? Она была в браке однозначно. Здесь измена проигрывается. Скорее всего, этой женщине изменил ее муж, либо же мужчина. Поэтому она решила взять, ну, такой маленький тайм-аут в отношениях. Но поскольку вы познакомитесь, поскольку вы как-то вот зацепитесь, да, обо всем и ни о чем. Это будет случайная такая встреча, случайное знакомство. Ну вот, не нужно быть даже тарологом. В каких энергиях может быть эта женщина на момент вашего знакомства? То есть она может быть грустная, она может быть даже печальная. Это будет поначалу, ну, такой очень-очень банальный разговор. О том, о сём, знаете, как это бывает, ну, чуть ли не в очереди за хлебушком, либо же как два случайных пассажира, вот в таком плане. И как-то вот все у вас пойдет как по маслу. Но опять же, ребят, ну опять же ваши опасения, опять же ваши вот эти вот червячки, которые у вас сидят, такая мысль убийца, я бы ее назвала, по поводу того, что а вдруг и это будет предательница, а вдруг и это будет какая-то с подвохом, что-то будет в ней такое, знаете, ну, может быть, какая-то черта характера, которая разочарует. Будете себя накручивать. Ребят, это у нас уже, в принципе, наверное, из расклада в расклад переходит. Может быть, потому что много среди вас, конечно же, людей, которых предавали, которых обижали, да, поэтому ну, это нормально, что вы сомневаетесь. Поэтому знакомство будет, знаете, вот даже не знаю, каким словом назвать, но оно однозначно будет случайное, оно будет какое-то такое спонтанное, что ли, да.
Это не будет история про то, что вот вы увидели женщину и все, я влюбился, я запал. Вот вы просто начали где-то в людном месте, либо в компании общаться о том, о сём, да, и здесь вы начинаете все больше и больше находить какие-то общие точки соприкосновения. Вы начинаете потихонечку смотреть на нее как на женщину, а не просто как какого-то временного друга, либо собеседника, да. То есть история будет очень-очень постепенная. Что же может быть между вами? Смотрите, поначалу, да, поначалу вы будете этот маховик раскручивать очень медленно. Но когда вы влюбитесь, а вы влюбитесь в нее, и это будет у вас обоюдно. У нас туз кубков выпадал, кто знает Таро, это начало новой истории, это красивые эмоциональные отношения. Это когда просто вот чувства, эмоции бьют через край, у кого-то это бабочки в животе, то когда вы поймете, что ну все, я пропал, я влюбился, и я все чаще думаю об этой женщине, вот здесь пойдет жара. Вот здесь ваш бобичек очень быстро сорвется с цепи, очень быстро вы начнете активничать уже не просто как друг-приятель, вы начнете брать инициативу, причем сопротивлений никаких не будет. Да, вот может быть даже кто-то паузу возьмет, когда поймет, что вот я влюбился, да, вы возьмете небольшую такую, может быть, на день-два, там, может быть, несколько дней, какую-то паузу, чтобы обдумать, да, вот, чтобы обмозговать, может быть, как быть дальше. Вот я влюбляюсь, что делать, да, вот, потому что страхи, комплексы, сомнения, они ведь тоже будут вам покоя не давать. Поэтому будут среди вас те, кто возьмут небольшую паузу, а потом вы этот рывок совершите. Когда вы поймете, вот, когда вы поймете, что вы хотите, чтобы эта женщина стала вашей новой императрицей, то есть либо же вашей просто постоянной женщиной, да, с которой вы в перспективе планируете жить, кто-то, может быть, уже будет ее рассматривать как будущую жену, и неважно, это гражданский брак, либо же нет. Ну, то есть, ребят, смотрите, с этой женщиной вы однозначно будете вместе, любовная любовь вас ждет. Хоть и вы будете пытаться себя вогнать в эти все сомнения, страхи, но ничего у вас не получится. Если вам эта женщина предначертана, вы с ней будете. Смотрите, она скорее светловолосая, она стройного телосложения. Она может даже моложе своего возраста выглядеть. Она хрупкая. Она очень чистая душой. Вот какая-то такая, знаете, ну я не знаю, неземная чистота вот души. Вы это поймете, когда, конечно же, будете более тесно с ней общаться. Это будет не первая, не вторая встреча. И вы однозначно примете окончательное решение, что я хочу быть только с этой женщиной, и ее потерять я не хочу и никому не отдам. Поэтому, мои хорошие, как бы вас ваши такие нехорошие мысли, сомнения не одолевали, вам предначертано быть с этой женщиной. Причем женщина очень достойная, женщина, которой не нужен спонсор. Да, ее обижали, точно так, как и вас, ее предавали. Да, она не искала, ну, либо же сейчас, вот, да, вот, даже на данный момент она, в общем-то, никого не ищет. Но звезды так сойдутся, высшие силы все-таки сделают вам маленький подарок в виде этой потрясающей, шикарной женщины, с которой вы будете вместе. Чего я вам всеми желаю. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!